Всем здравствуйте! Сегодня по просьбам моих дорогих подписчиков я буду шить кошелек, который застегивается на молнию с 3 сторон. Для этого у меня нашелся вот такой лоскут кожи. Он достаточно плотный, и как-то дополнительно укреплять его я пока не планирую. Ну, посмотрю по ходу работы. Он не растягивается, да, ну такой вот, кожа не болтучая. Здесь, видимо, брак в покрасе, да, в покраске, и вот он царапается ногтем. Все это безобразие я буду закрывать аппликацией. У меня есть много всяких обрезков кожаных. Что делать, какую аппликацию, каких цветов, я пока не знаю, я посмотрю попозже. Для внутренности кошелька я буду использовать вот такую подкладочную ткань, самая обыкновенная, полиэстровая подкладочная ткань, тоненькая. Укреплять я ее буду флизелином. Этот флизелин тоже достаточно тонкий, наверное, грамм 40 на квадратный метр у него плотность. И вот такая бумага мне понадобится. Я не знаю, к сожалению, как она называется. Это паутинка вот такая вот в рулоне. Как ее использовать и зачем, я буду показывать уже тоже в процессе работы. Молния. Вот такая вот почти в тон. Я ее подобрала. Поставила собачку с кольцом, чтобы этот кошелек можно было как-то на палец повесить. Да, удобно носить его. Из сумки вытаскивать. Молния для внутреннего карманчика. Тоже вот почти в тон. Также мне понадобится клей, естественно, универсальный, которым я все клею. И, скорее всего, но еще не точно, я не знаю, вот такая жидкость для обработки срезов кожи. Она прозрачная, на основе акрила. Ну, как я уже сказала, не знаю, буду ли я ее использовать, посмотрю уже по ходу дела. Итак, начнем. Это основная деталь внутренности кошелька, и размеры ее 21 на 23 сантиметра. Деталь полностью продублирована флизелином. И здесь я уже нарисовала, каким образом к ней будут крепиться кармашки для карточек. Смотрите, вот здесь я провела по центру пунктирную линию, отметила центр. От нее отступила по 1 сантиметру. Здесь у меня 2 сантиметра, то есть это ширина кошелька, ну, глубина его, что ли, да. Здесь будут сгибы, то есть до этой линии можно делать карманчики для карточек. Так вот я померила. 1, там 2 под ней будет и 3. Вот таким образом. То есть здесь будет 6 карманчиков и здесь 6 карманчиков. Ну, карточек сейчас у всех много, и скидочные, и банковские, поэтому эти карманы лишними не будут. Здесь я отрезала также длинную такую полосу, не знаю, сколько она сантиметров. Шириной она тоже 21 сантиметр. Из нее сейчас я буду формировать карманы. Можно, конечно, было бы сделать 3 полоски, да, отдельно, нашить их друг на друга. Одна побольше, поменьше и еще поменьше. Но я боюсь, что здесь будет слишком толсто, да, вот на этих сгибах. Поэтому я буду делать из одной вот этой, ну, ленты, что ли, так назвать. Вот таким образом. То есть первый карман пойдет вот таким образом. Я потом это буду все приутюживать. Сейчас я ногтем просто отмечу, да, вот эти заломы. Затем там будет первая карточка, да. Вторая карточка вот таким образом пойдет. Здесь тоже так же, ну, ногтем. Вот, и по этой линии отмечаю верх кармана. То же самое, ну, ноготком вот так, да, делаю. И третья карточка пойдет почти до самого конца.
вот по этой линии. То есть вот получилась такая конструкция. Сейчас я тут все выровняю, да, параллельно. И приутюжу. И покажу, что дальше. Складки я заутюжила. И когда я делала последнюю, я вот здесь оставила немножко запас, припуск, да. Загнула его и на обратную сторону. Вот таким образом будет. Сейчас, чтобы складки эти вот таким образом, да, как-то не смещались, не скользили, ну, чтобы они как-то постабильнее были, я их буду фиксировать паутинкой этой, которую я показывала, бумагу. Ну, у кого нет такой бумаги, можно использовать обычную паутинку. 2-3 ленточки прикладывать вот сюда, во внутреннюю складочку приложу и приклею. Припуск пока отогну этот. Сюда. И сюда побольше. И припуском закрою. И утюгом прямо все вместе вот так вот приутюжу. Вот такая достаточно жесткая, но одновременно тонкая конструкция получилась. Как раз то, что и нужно. Сейчас нужно будет эти карманы сюда притачать. Смотрите, если у меня первый и второй карман по глубине подходят для карточек, то третий карман, он достаточно глубокий, и туда карточка может провалиться. Что я для этого сделаю? Я вот первую и вторую убираю, отгибаю первые два карманчика, и вот здесь вот, ну, видно, не видно, можно потрогать, да, определить, где же край карточки. И вот здесь вот будет проложена первая строчка, вот так вот вдоль, которая фиксирует эти карманы. Строчка, которая фиксирует высоту верхних карманов, так называемая первая строчка, уже проложена. Стежок я взяла 4 миллиметра, но я решила, зачем тут мельчить. По верхним сгибам я также проложила по строчке, ну, на всякий случай еще зафиксировать, да, вот эти сгибы все, несмотря на то даже, что они паутинкой проклеены. И помните тот открытый срез, который был на вот этом подгибе? Он будет располагаться как раз таки между вот этой так называемой первой строчкой и нижней. То есть он надежно там внутри спрятан, даже если он будет сыпаться, ниток в кошельке не будет. Сейчас я проложу вот таким образом отсюда строчку по 3 сторонам и разделительную строчку по центру. Вот что получается. Проверяем. Так, и что я вижу? Что карман средний у меня, в принципе, получился не глубокий. На функциональность это никак не влияет. Ну, вот немножко, да, не очень так карточки ровненько лежат. Но я думаю, что это ничего страшного. Здесь сверху будет вот так вот подгиб. Здесь будет втачиваться молния. Здесь будет закругление. Здесь тоже будет втачиваться молния. Вы, конечно, можете помиллиметровать, да, кармашки сделать ровненькие все. Ну, вот как получилось уже теперь. Со второй стороны я сделаю то же самое. Ну, попробую карманчики сделать поровнее, да, одинаковой глубины. Можно сделать 2 кармана поглубже, да, если какие-то карточки нестандартные, еще что-то. Ну, я сделаю также 6, потому что карточек у меня много, и все карманы эти будут заполнены. Карманы готовы, и получились они достаточно жесткие и одновременно тонкие. Как раз то, что и нужно. Теперь буду делать перегородки. Кошелек у меня будет 3-секционный, и 2 перегородки в нем будет. Одна простая, а вторая в виде кармана на молнии. Простая перегородка, ее я буду делать первой. Вот у меня есть здесь прямоугольник размером 20 на 15. Но это не окончательный размер перегородки. Я потом буду подрезать. Этот прямоугольник я проклею вот этой паутинкой. Полностью сейчас вырежу прямоугольничек такого же размера и приклею.
Вот что получилось. Я прямо поверх бумаги горячим утюгом все это. Теперь бумагу удаляю. У меня получается здесь полностью поверхность такая клейкая, да, липкая. Сейчас вот так сложу и еще раз горячим утюгом склею эти обе стороны. Вот что получилось. Такая двухсторонняя перегородка, достаточно плотненькая. Теперь мне нужно будет эту перегородку сделать соответствующего размера. Она будет на сантиметр меньше. Так, где у меня? То есть вот здесь так вот будет шов, куда будет втачиваться молния, и мне ее надо сделать на сантиметр еще меньше. То есть вот так вот я ее отрежу и по высоте тоже, ну вот так вот ее вровень с карманами сделаю. То есть вот здесь немножечко еще подрежу внизу. Перегородка готова. И получилась она размером 17,5 на 7 сантиметров. Края эти я обрабатывать никак не буду. Они будут обработаны позже. Нижний срез я обрабатывать тоже не буду. Благодаря тому, что вот эта паутинка здесь между слоями ткани, да, она очень хорошо склеила, так сказать, запечатала вот этот срез. То есть здесь, ну, вообще он осыпаться никак не будет. У кого нет паутинки, да, ну, можно как-то тут подвернуть, что-то обработать как-то косой бейкой или зигзагом пройтись. Ну, уж я вас учить не буду, да, как срезы обрабатывать. То есть мне вот достаточно этого. Здесь по верху, где проходит сгиб, я еще проложу строчку, отступая 2 миллиметра, скажем, ну, как здесь я делала, и снизу для надежности. И все, перегородка готова. Ткань для второй перегородки я уже тоже приготовила. У меня был такой прямоугольник большой. Я сюда приложила также эту паутинку, накрыла второй частью и приутюжила. Вот оно все приклеилось. И получился такой лоскут, достаточно прочный, двухсторонний, срезы которого осыпаться не будут. Карман я буду делать такого же размера, как эта перегородка. Здесь сверху будет втачиваться молния. Я вот здесь отмечу, да, здесь молния, здесь будет низ. И вот так. И по ширине точно так же я обрежу. У меня получился прямоугольник с размерами 17,5, ну точно так же, как и здесь, да, и по высоте 16 сантиметров. Припуски здесь сверху я сейчас, ну вот так вот, да, буквально пальцем немножко загну, чтобы понимать, где у меня будет втачиваться молния. И буду втачивать молнию, отступая здесь от края 1 сантиметр. То есть вот так вот у меня будет заглушка, 1 сантиметр от этого края. И эти заглушки здесь на конце я также сюда перенесу. То есть притачаю здесь и здесь, с этой стороны. Наверное, лучше будет все приутюжить, все припуски, да, то есть вот таким образом будет. Пока я приутюживала припуски, меня осенило, что если я молнию буду
втачивать вот таким образом, да, отсюда начну, эту заглушку оставлю, то со второй стороны мне будет достаточно проблематично ее притачать, потому что здесь вот совсем маленькое расстояние, то есть подобраться тут будет очень сложно. Поэтому я начну ее втачивать сверху, то есть верхние заглушки так вот выставлю на 1 сантиметр от среза, в ту сторону притачаю. Здесь у меня будет расстегнуто. Здесь вымеряю и притачаю вторую сторону. По крайней мере, здесь будет пошире, да, как-то поудобнее подобраться. Молнию я втачала, и хорошо, что она оказалась на несколько сантиметров длиннее. Если бы она была короче, да, ну скажем, вот точно такой же длины, как этот карман, то втачать ее сюда так мне бы не удалось. Мне бы пришлось внизу разрезать, вот так расправлять это все, да, втачивать молнию и потом этот срез стачивать. Но тогда мне бы, наверное, пришлось учитывать припуски на швы. Поэтому мой вам совет: берите молнию чуть длиннее. Сейчас я перенесу вот эту заглушку сюда на 1 сантиметр от этого края, да, и вот такими строчками зафиксирую просто карманчик. Карман-перегородка готов. Так он выглядит, достаточно аккуратненько. И кошелек будет выглядеть следующим образом. Вот так, да, если в разложенном состоянии. Но так открываться он у меня не будет на 180 градусов. Это мне ни к чему. Да, сейчас я буду делать боковинки с этой и с этой стороны. Я уже тоже все тут померила. Вырезала 2 квадрата 16 на 16. Это еще не окончательный размер боковинок. Я потом подрежу сейчас. Ну, как, наверное, некоторые из вас уже поняли, я вот таким образом приутюжу, проложу туда паутинку на одну часть, на одну половинку, да, сверху накрою и приклею. У меня получится, опять же, такие достаточно плотные, тонкие боковинки, да, края которых осыпаться не будут. И потом я уже буду подравнивать их. Боковинки готовы. Теперь нужно будет сверху и снизу проложить строчки, точно так же, как я делала здесь. Но вы можете, конечно, по-другому делать и боковинки, и перегородки. В общем-то, ничего сложного. Обычные прямоугольники. Можно стачивать, да, по краю, выворачивать каким-то образом. То есть тут уже, ну, кому как удобнее. У кого какие материалы под рукой, конечно. Боковинки готовы, и сейчас я их притачаю к основе. Так, сгибы у меня будут наверху. Здесь вот, где линия сгиба нижняя, да, вот таким образом. Здесь притачаю. Затем сложу и здесь притачаю. Со второй стороной сделаю то же самое. Эти перегородки я буду втачивать уже позже, когда кошелек будет полностью готов. Вот так это выглядит. Уже становится похоже на кошелек. Я их сюда внутрь так сложила, чтобы они мне не мешались. Сейчас мне нужно будет выполнить скругление. Вот здесь на углах. Сделаю я это по шаблону. Так, здесь у меня 3 сантиметра. Наверное, 3,2. Так, готово. И сейчас я буду втачивать сюда молнию. И втачивать я ее буду следующим образом. Мне ее надо будет полностью разделить. Так она будет втачиваться, смотрите. Так, не так. Вот так.
поверху. Все, сориентировалась. Я здесь оставлю хвостики такие, да, и начну я ее втачивать вот от этих мест, да, от мест сгиба. Молния шириной у меня 3 сантиметра. И втачивать я ее буду с каждого края по полсантиметра. То есть ширина кошелька у меня получится 2 сантиметра. Буду прикладывать. И, как я уже планировала, да, 0,5 от края. Вот так вот по периметру и до сюда. Вторую сторону я сделаю аналогично. Также приложу с запасом, да. И также на 0,5 по периметру ее притачаю. Молния притачена, и эти боковинки никаких неудобств во время притачивания мне не доставили. То есть спокойно я здесь, да, закруглила все и до сюда. Здесь то же самое. Спокойно на машинке можно подступиться. Единственное, я сделала глупость, когда сняла полностью вот эту собачку, бегунок, да, с молнии. Потому что надеть ее обратно и совместить вот эти уголки, да, чтобы ничего перекошено не было, но было достаточно проблематично. В ход шли и зубы, и ногти, и плоскогубцы, но я справилась. Сейчас вот эти припуски нужно будет заутюжить на эту деталь, на основную все, включая вот эти открытые участки, вот таким образом. Затем я эти припуски приметаю также по краешку, да, припуска, чтобы они не выгибались. И хвостики здесь, вот так, да, я на машинке вот так отогну. И строчкой здесь хвостики эти зафиксирую, чтобы они не выгибались, не вытаскивались потом. Вот таким образом. И потом займусь уже обложкой кошелька. Припуски заутюжены и приметаны. И здесь тоже мне удалось на машинке подступиться и припуск здесь прихватить, и вот эти кончики молнии с двух сторон. Уголки здесь, которые торчали, я их тоже прихватила нитками здесь. И благодаря тому, что я вот приметала, да, вот эти уголки закругления, молния здесь не топорщится. То есть она тоже так достаточно ровненько легла. Сейчас займусь обложкой. Она у меня будет выступать за эту строчку, ну, буквально на миллиметр-два, да, чтобы этой строчки снаружи видно не было. Так, получается 23. С этой стороны должно быть то же самое. Тоже будет 23. И здесь вот 22,5. То есть я сейчас вырежу прямоугольник 23 на 22,5. Получается кошелек, ну, довольно-таки мягкий пока, да. Сейчас я выполню здесь аппликацию и посмотрю, насколько она сделает жестче эту обложку. Аппликация готова. Вот так это выглядит. Не знаю, почему я решила делать кружочки. Может быть, ну, чтобы не думать, да, что-то вот вырезала просто круглое. Может быть, это колечко меня вдохновило. Когда я сделала вот эти кружочки, пришила разноцветные, они мне показались какими-то одинокими. Я решила еще вот дополнительно строчками сделать кольца. Не знаю, красиво, некрасиво получилось ходить мне с этим кошельком. Ну, в любом случае, я своей цели добилась. Вот эту основу, да, которая вся пятнистая была, исцарапанная, ее уже не так видно. Ну, то есть она не привлекает к себе внимания.
Теперь можно будет уже вот эту обложку сюда пришивать. Ну, она получилась тоже пожестче еще. Укреплять я ее не буду ничем. Кто хочет, да, кто будет шить подобный кошелек, можно, конечно, здесь и флизелин наклеить в 2-3 слоя, ну, отступая от края, скажем, полсантиметра. Можно укрепить вот такой салфеткой, да, я не знаю, что это, пластик какой-то. Вырезать 2 детали вот таким образом, да, тоже не доходя до края, скажем, по 0,75. Здесь 2 сантиметра, где будет сгиб, оставить свободно. И вот эти 2 детали из этого пластика сюда приклеить. Сейчас я сделаю отверстие вот здесь вот по периметру. И делать я это буду на машинке. Я поставлю иглу для кожи. У меня есть номер H120. Чтобы дырочки были побольше, да, чтобы мне иголкой прокалывать было легко. Ну, даже уже не прокалывать, а просто туда продевать иголку. Как уже сказала, я поставила иголку 120. Установила длину стежка 4 миллиметра. Убрала нитку, да, снизу сверху, чтобы они не мешались. И пойду, как обычную строчку я прокладываю, отступая от края, ну, скажем, 2 миллиметра. Дырочки готовы. Выглядит это все очень аккуратно. И теперь проблем при шитье кожи у меня не будет. Теперь я эту обложку вот здесь вот зафиксирую, да, к основе. И фиксировать я буду только по верхнему краю. Вот здесь, если видно, где у меня стежки сметочные, я буду клей наносить между ними, чтобы потом нитки эти, ну, без проблем вытащить, да, чтобы они у меня не приклеились. Ну, я совсем немножко вот буквально здесь по капельке капну, да, отцентрую здесь все и приклею вот здесь поверху и здесь поверху тоже. И затем буду пришивать вручную. И пришивать я буду, видимо, швом вперед иголку сначала по всему периметру. Получится такой пунктир, да, потом в обратную сторону, в тех местах, где у меня пропуски, я сделаю то же самое, шов вперед иголку, и у меня все стежки будут заполнены. Клей высох, и теперь можно пришивать обложку. Смотрите, я когда иголкой протыкаю вот здесь, да, у меня иголка выходит на подкладке. То есть тот способ, шов вперед иголку, здесь не подойдет, потому что нитка у меня здесь должна быть, ну, серая, я решила, да, вот синяя, серая. И здесь будет строчка. Вот на светлой подкладке будет синяя строчка. Мне так не очень нравится, поэтому вы можете взять подкладку такого же цвета, как и обложку. Тогда можно будет, да, этим методом прошить, да, вперед иголку в одну сторону, затем в другую. Но мне уже поздно, да, тут о чем-либо думать, поэтому я буду шить вот такой иглой для кожи. Сюда я поставила нитку достаточно толстую. Здесь я поставила иголку номер 100, обычная игла для машинного шитья для кожи. И шить я буду следующим образом. Сейчас покажу на маленьком участке, да. То есть вот я протыкаю. И второй иглой со светлой ниткой вот сюда. И вытаскиваю. Затем следующий стежок. Опять иголку. Так, здесь вот не очень удобно, конечно, но сейчас уже ничего не поделать. Придется мне тут, конечно, повозиться. В принципе, это имитация машинной строчки, да, только вручную.
то же самое. Ну, потом все ниточки надо будет затянуть, подтянуть после каждого стежка. Получается, здесь будет светлая строчка, а здесь будет синяя строчка. Обложку я пришила. Вот так это выглядит. Строчка довольно ровная, да, почти как на машинке выглядит. Пришивала я вот до сюда. И здесь, где у меня 2 сантиметра, я просто синей ниткой проходила вот до сюда, да, и потом снова 2 нитками, так как я шила иголкой для кожи. Внутри все выглядит тоже достаточно прилично. Ровненько получилось. И теперь можно сюда перегородки ставить, да. Для этого вот на этих боковинках я сделаю 2 метки. Сейчас я разделю эти боковинки на 3 равные части и сделаю метки. Теперь смотрите, беру один разделитель, карман, скажем, прикладываю вот к этой метке, так вот обворачиваю, да, чтобы он сюда вот прямо впритык. И здесь проложу строчку. Готово. Теперь с другой стороны эту же перегородку прикладываю сюда к этой стенке. Также ее огибаю и прокладываю строчку. На машинке все удобно. Вот здесь вот достаточно, да, подступиться. Одна перегородка втачена, и теперь то же самое делаем со второй. Так вот выводим за кошелек, да, за край. И здесь прокладываем строчку. С той стороны делаем то же самое. Строчку я делаю здесь не у самого края, да, а отступаю, ну, здесь, наверное, 4 миллиметра, чтобы эти перегородки потом здесь, ну, не вылетели, да, то есть чтобы они надежно были зафиксированы. Кошелек готов. Я туда уже все переложила из своего старого кошелька. Тут и карточки все, да, и для мелочи карманчик. Еще отделение, сюда можно какие-то чеки, квитанции. Сюда входит даже смартфон, то есть он очень вместительный. Ну, это даже не кошелек уже получился, а что-то типа мини-клатча. То есть вот так его повесил, да, на руку и пошел с ним. Хоть в магазин, хоть на прогулку, куда угодно. Если вам нравится то, что я делаю, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Буду очень рада. Всем желаю хорошего настроения. До свидания.